меня очень тяжелое отношение к этому. Вышло так, что они нас типа освободили как бы. Вы что, не в курсе? Ну я это... Россиян напрягает то, что поляки якобы сносят памятники из-за того, что когда-то Советский Союз их освободил. Они такие неблагодарные, сейчас сносят памятники, непонятно из какой мотивации. Расскажи обратную сторону, что ты по итогам сегодняшнего опроса и по итогам того, что ты поляк и ты образовывался в среде польской, как ты видишь эту ситуацию? Nie prowadź mnie, sama wiem czego chcę i będę chciała, to się zgubię. Raz, dwa, trzy, kryjesz ty, a jak nie wypadasz z gry, jak będę chciała, to odnajdę zgubę. Сносятся памятники советских солдат. У меня среднее отношение к этому. А можешь подробнее объяснить? Просто среднее отношение — это как позитивное или негативное? Негативное. То есть не должны мы сносить? Конечно же, должны сносить. Это же такие иконы. Не знаю. Для меня это иконы СССР. Такого совка. И понятно, зачем они их тут ставили. Это хорошо, что мы так делаем или нет? Плохо. Почему? Ну, потому что советские войска во время Второй мировой войны участвовали в освобождении Польши. Советские солдаты? Да, советские солдаты. Ну, плохо. А почему? Если посмотреть историю, как Красная Армия вошла под предлогом якобы освобождения Польши, с освобождением мы что тут вытворяли с людьми? Не знаю, никогда об этом не думала. Поэтому трудно мне сказать. Хорошо, но теперь ты уже знаешь. Да пусть они делают, что хотят. Меня это не касается. Мы должны сохранять эту историю. Хорошо известно, что там у них эта история переписана. Когда я читаю такие свидетельства о том, что было во Второй мировой, например, тех людей, которые были освобождены из Аушвица россиянами, так не пишут, что они такие суперосвободители пришли. Скорее, такие жесткие вещи делали. Часто можно услышать о изнасилованиях, о пьянстве, насилии. Советую всем столетие виновных. Еще раз как? Столетие виновных. Это не книга, это сериал, который показал, как все было. То есть освободили, но оставили много грязи после себя? Очень много грязи. Они нам помогали в войне. Победить в войне. А мы теперь сносим их памятники и просто... Вы вообще слышали об этом что-нибудь или нет? Нет. Нет? Вообще нет. Не смотрим телевизор. У меня нет мнения на эту тему, к сожалению. А вообще слышали, что происходит или нет? Не слышали. Нет? Нет. Я считаю, что раз уже стоит памятник, то нельзя их сносить. Они же напоминают о какой-то ситуации. Не знаю. Больше я не расскажу, потому что не в курсе этой ситуации. Ага, то есть нет у тебя мыслей, почему так делают? Нет, не знаю. Россияне вообще крутые. Россияне крутые. Каждый человек хорош, пока культурный. Ну, я вообще не фанатка памятников для людей. Не понимаю. Вообще? Да вообще, зачем они? Они же не навсегда. Как бы важна память о людях, которые были, конечно. Но сколько можно ставить памятники? Много очень важных людей было, которые сделали важные вещи. Но нет места под это все. Так считаю. Нет мнения на эту тему. У меня тоже. Я вообще не понимаю, о чем вы. Не хочется глупо выглядеть, простите. Не, ну они пришли, у нас был выбор, остаться под немецким сапогом или российским. Вышло так, что они нас типа освободили как бы. Ой, я сейчас работаю и не хотела бы ничего говорить. Памятник как памятник, что мне с того? То есть тебе, Снести его. что советский, что польский, что американский, тебе все равно? Да, так и есть. Тут зависит, в каком контексте этот памятник был советским солдатам установлен, и как хотят люди, которые живут рядом с ним. Сверху нам не должны говорить. Если люди не хотят этот памятник, то надо сносить. Они тут вытворяли, что хотели. Хотели просто сделать тут зависимое от России государство.
Тут нет такого, что они нас просто спасли. Они вошли сюда, сказали, что Польша себе не поможет после Второй мировой. А мы вам поможем. А под шумок сделаем тут совок. И вы будете на 100% зависеть от нас. Я бы не хотела отвечать. Я тоже не хотела бы. Почему? Это компрометирующая тема для вас? Нет, Ну, у вас плохое или хорошее отношение к этому? среднее. Среднее. Это же идет уже зуб за зуб. Потому что хорошо знаем, что они делали. И что в Катыни замазали надпись, Что там было место массового убийства польских офицеров. То есть Россия это скрывала? Да, конечно, это скрывают. По-прежнему? По-прежнему. И так всегда с историей, что на Украине, что в Беларуси, что в России. А вы откуда, ребята? Из Египта. Египет? Нормально. Я буду учить арабский в этом году. Правда? Да, я только начинаю. Ты поляк? Да, я поляк, говорю на 6 языках. На 6? И следующий арабский. Они говорят так, 600 тысяч погибло тут, освободили Европу, а также Польшу. Я говорю об обществе. А тут сносят наши памятники. Я понимаю, но тут надо понимать, как видят в Польше эту ситуацию. Просто поляки имеют другой взгляд на это, чем россияне. Тут много исторических неточностей между нашими народами. Мы из Украины, и такой вопрос для нас, знаете ли. Тут просто такая ситуация, что поляки сносят российские памятники в Польше. Вы вообще слышали что-то? Об этом лучше поляков спросить. То есть вас лучше не спрашивать. У нас-то такие вещи уже давно снесены. Не изучали мы эту тему и не в курсе, что там сносят эти памятники. Поэтому, может, мы не осведомлены, чтобы рассказывать об этом. Но теперь-то вы уже в курсе, может... Нет, не в курсе мы. Какое у вас отношение к тому, что сносятся памятники советских солдат в Польше? Ничего не хочу отвечать на эту тему. К тебе вопрос. Они же считают себя освободителями. А такого на самом деле не было. Ну хорошо, может, помогли нам как-то, не знаю. Я даже не знаю. Ну, Берлин, например. Там сражались поляки и россияне рука об руку. Хорошо, но были же такие вещи, как, например, Варшавская битва. Тоже сражались мы с большевиками. И, ну, у меня очень тяжелое отношение к этому. Какое у вас отношение к сносу памятников советских солдат в Польше? Тяжело сказать. Пусть не сносят. Что я знаю, они напали на Польшу 17 сентября 1939 года. А в Польше это везде известный факт. Но не только в Польше, они напали на нас. Я думаю, что эти солдаты, эти люди, которые защищали страну, сражались за свободу, неважно где, в Польше, России, Украине, в какой бы части мира они ни воевали против фашизма, на самом деле заслуживают уважения. Но политическая ситуация сейчас очень непростая по отношению к этому. У меня много знакомых из России и Украины, и они об этом не знают. Им по 22 года, и они не в курсе. Типа просто они сюда пришли и нас освободили, потому что мы были разбиты с Запада, и они нам сюда принесли свободу. Как относятся простые люди? Я понимаю, что это решило государство. Это не только решение государства. Если бы не они, то люди бы своими руками это снесли. Вы что, не в курсе? Ну Эти памятники оккупанта ставили часто со злости, принуждали это ставить тут. Мы не имеем ничего против кладбищ. Например, был поставлен такой памятник перед собором, в местах, которые не имеют никакого отношения к местам, где солдаты погибли. Могила положена каждому. А это были памятники, которые ставили, чтобы еще добавить. Конечно, люди, которые гибли для того, чтобы освободить эти территории. Но их цели не всегда были позитивными, понимаете? Не очень это. Не очень что сносим? Ну да, Почему? не знаю. А зачем вообще сносим? Понятия не имею.
Исторически не очень они нам помогли, потому что сначала на нас напали, а так я бы не сказал. Памятники, которые ставили во время оккупации. Они тут сами себе ставили памятники. Такое вот отношение. Если это стоит уже много лет, то зачем это сносить? Если у этого есть свое место, и это уже прописано в истории памяти людей, то можно, конечно же, создать новые памятники для новых людей. Но раз они уже есть, то не понимаю, зачем их надо сносить. Свободу нам принесли, но остались потом еще с нами на 50 лет. И охраняли эту свободу. Ну да, есть в этом правда. Теперь то поколение, которое еще живет, которое родилось после 89-го года, они не будут так осведомлены, как люди, которые жили в те времена. Там же часто было насилие, уничтожение деревень. Часто люди плохо помнят о польских деревнях в связи с советскими солдатами. Это очень серая тема, нет черно-белого. Я считаю, что должны быть памятники. Если это уже было когда-то сделано раньше, то пусть оно останется. Не знаю, мне кажется, что они хотели, чтобы эта страна была больше российской, а не чтобы мы стали независимым государством. На самом деле в Украине их было не так уж много. Это было скорее решение людей, которые против того, чтобы Россия присутствовала в Украине. Как в ситуации с Крымом и все такое, но мы не сносили никаких памятников солдатам. Я, честно говоря, не слышала об этом в Польше, что это происходит. Но это происходит. Мы должны сохранять это или уже забыть об этом? Нет, я считаю, что мы не должны забывать это. Потому что эти 50 лет дали нам урок. И как результат, было у нас много фабрик, и мы многое производили, но все было отдано на Восток. Куда это все девалось? Магазины были пустые, можно было только уксус купить. Что отдали свои жизни, да. Главное, это не использовать для какой-то идеологии. Я против этого. Я держу кулачки за Навального, и все, здоровья ему. Я тоже. Мои родители жили в войну, мой дед служил в царской армии в Москве. Это для нас никакая не проблема. Просто россияне думают, что они освободили Европу, Польшу, погибло много. Нет, нет, нет. Это правда, но это не изменяет факт, что принесли советскую оккупацию, которой мы не хотели. Нас учили в школе, что 17 сентября 1939 года Россия наехала на Польшу, и все, и это как враг просто. 1 сентября это Германия, а потом приключилась еще Россия. И мы с двух сторон, у нас был враг, и мы просто не победили. В течение месяца потеряли все, да, независимость страны. Но и то, что нас учат в истории, и то, что все верят. Как я понимаю, в России это по-другому чуть-чуть. Кто победил во Второй мировой войне? Никто не победил, весь мир проиграл, весь мир был уничтожен. Ну, а вы напишите в комментариях, какая у вас версия, польская или советская или российская. Вообще есть у вас личное мнение свое? Напишите его в комментариях. Марек оформил памятник в собственность и нанял строителей. Бережно, как раненых в бою, победителей перевязали лентами. И памятник и барельеф к нему, где жители благодарят польского и советского солдата за освобождение от фашизма. O jedno